Итак, довязываю я 10 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 серым цветом. Серый убираем. Белый подтяните, чтобы вот здесь у вас было натяжение. Провязываем белым. Теперь мы будем вязать белым цветом, а серый тянуть в начало, в конец ряда. Значит, укладываем вот так. Белый на указательный, серый на средний. Петли иногда считайте, потому что можно пропустить, особенно вот здесь в начале ряда. Считайте 1, 2, 3 и так далее. Вот, а средним вот так можно подтягивать периодически. И так вяжем до конца ряда. То есть мы с вами будем опять вывязывать серый треугольник. Поэтому мы серую нитку тянем сюда. Довязала я белым цветом почти до конца. И один столбик провязываем серым цветом. Здесь у нас еще черный есть. Провязываем черным раз, изнаночную петлю 2, провязываем серым цветом, теперь мы будем вязать белым, но серый надо поставить вот здесь. Значит, тянем серый цвет. Раз. И еще раз. И вот он у нас встал над следующим столбиком. Все. Теперь серый отставляем. И заканчиваем белым цветом до конца ряда. То есть мы будем с вами вязать вот такой же элемент. Значит, довязала я до конца, черным цветом закончила. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше что? Нитки перекручиваем. Вот эту белую тянула даже по черному цвету. Подтяните. Вывязываем одну воздушную. Заходим за тунисский столбик. И провязываем петлю соединения. За следующий столбик. И петлю соединения. Итак, вяжем до конца ряда. И последнюю петлю провязываем в то отверстие, где у нас маркер.
Все, закончили. Теперь эти нитки можно отрезать. Серую тоже отрезаем. Черную отрезаем. И завязываем. Так, в итоге у меня получилось серых 1, 2, 3, 4. И бело-черных скомбинированных 1, 2, 3, 4. Теперь мы должны вязать полосу с этой стороны. Теперь мы будем вязать белым цветом, затем черным. Вот здесь. Значит, переходим к началу вязания. Вот у нас начало. И вот в эту петлю вот вводим крючок, берем белый цвет и вывязываем петлю. 1, 2, 3, 4, 5. И опять набираем столько же петель, сколько мы набирали здесь. Вот я наберу 23 петли, а провяжу 22 тунисских столбика. Так, набрала я белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Но у нас узор как идет на белом цвете? Черный цвет и серый одна. Берем серый цвет. И одну петлю провязываем серым. Теперь берем черный цвет и одну петлю провязываем черным цветом. Так, потом их подтянем. И теперь черный цвет надо соединить с серым. На обратной стороне так, как вам показать? Вот здесь в первой петле плохо. Вот за эту петлю беремся. Здесь видно. А затем будем браться вот за эти петли. Ну, я вам еще покажу. Значит, беремся вот за эту петлю. И черным закрываем черную петлю. Так, есть. Первый ряд будет немножко сложноватый. Дальше перекручиваем черный с серым. И серым цветом закрываем серую петлю. После того, как провязали серым цветом, дальше у нас идет белый цвет. Значит, белый цвет укладываем на указательный палец, а серый на средний.
перекручиваем и протягиваем. Раз. Этим пальцем подтягиваем. И еще раз. То есть мы серый цвет поставили над вторым столбиком. Вот над следующим. Дальше все нитки бросаем. И вяжем белым цветом до конца ряда. Значит, вы довяжите до конца ряда, вернитесь обратно, наберите петли, набирать будем белым цветом вот до этого столбика. Ну вот, набрала я белым цветом, дошла до последнего белого столбика, серую нитку с белой перекрутила, провязываем серым цветом. Раз. Два. Теперь серую перекручиваю с черной. Столбик провязываем черным цветом. Вот косичка, а сзади косички сразу первая петля. Вот она. Вот в этот раз я буду за нее цепляться, потому что я вязала образец и видела, как это выглядит. Вытаскиваем черный и протягиваем. Затем черный перекручиваем с серым. Не забываем, все время крутим, когда нитки рядом. Провязываем серым раз. Серым два. Затем у нас идет белый цвет. Значит, мы белый укладываем на указательный, черный убираем в сторону. Вот, когда белый укладываем на указательный, уже у нас нитки перекручиваются. Вяжем один раз. И второй раз. И серый цвет опять встал над следующим белым столбиком. Серый отставляем, закрываем белым. Вот, в принципе, и все. Значит, здесь одна разница, ну, потом они вот, эти хвосты подтянутся. Метод крепления. Значит, следующий ряд мы будем прикрепляться, вот эту косичку берем с обратной стороны. Вот эта петля. Вот она. Это получается петля изнаночного ряда. Раньше я вязала, вот сюда вводила крючок в изнаночный ряд. А теперь будем в изнаночный ряд только с изнаночной стороны. Вот сюда. Прям сразу за верхней полупетлей. Вот, и есть раз,
Вот смотрите, вот здесь хорошо видно. И вот 2. Вот они. Вот. Значит, это понятно. Дальше вяжете точно так же, как мы вязали вот эту часть. То есть вывязываете уголок, но у вас теперь уголок будет вот здесь. Почему тут черным вязала цветом? Если мы здесь черный цвет не дадим, вот здесь черный цвет, то узор будет сливаться. По идее, уголок вот этот теперь будет вот здесь, и он сольется. А когда мы добавим черный цвет, у нас все будет нормально смотреться. Все, дальше вяжем. Все точно так же, как вязали раньше. Так, ну что, связала я 4 полосы. 1, 2, 3, 4. И сейчас буду вязать 5-ю, последнюю полосу. Что хочу сказать. Смотрите, здесь мы начинали черным цветом по этой стороне. И между ними, между полосами тоже пустили черный цвет. Значит, с этой стороны я тоже буду вязать последнюю петлю черным цветом. Вот здесь. Но и мне же нужно черным цветом вязать здесь. Вот как разделитель у меня, да? Поэтому вы либо намотайте клубок, либо прям от нового клубка возьмите. Почему? Потому что будет в конце черная полоса, и черная здесь, и черную тянуть туда-сюда, это, во-первых, толще будет вязание, ну и более так проблематично и накладно, можно связать, но будет утолщение. Поэтому я взяла дополнительно еще один клубок. Значит, теперь мне набор надо делать серым цветом. Вот я набрала 23 воздушные петли и 24-ю провязываю черным цветом. Вот, черную мы петлю добрали, а серую должны вот отсюда провязать. Из первой же серой. И дальше набираем. Петли. Как вы понимаете, уже здесь видно, что вот эта последняя петля, она будет у нас идти отдельно вверх. То есть граница будет. Точно так же, как и в начале вязания, черным цветом. Но черную тянуть для разделения сюда, представляете, ее постоянно туда-сюда тягать, вот эту нитку, здесь будет толсто. Поэтому, значит, одну нитку черную пустить здесь от клубка или от пасмы, что у вас там есть, а другую черную мы пустим здесь. Так, почти добрала я до конца ряда. И давайте проверять. Черный мы не считаем. Считаем серые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 21,
И теперь берем дополнительную черную нитку. Вернее, она будет у вас основная. Она, вот эта нитка, будет узор делать, вязаться. А дополнительная, это будет вот эта нитка. Она будет идти только по краю. Вот я взяла новую нить. И провязываем. С серой перекручиваем. Захожу в изнаночный ряд, в петлю изнаночного ряда. И протягиваем. Опять перекручиваем. Вот. И так мы вяжем. То есть у вас появилась дополнительная нить с правой стороны. Все, дальше вот вяжем уже как и обычно. То есть сейчас у нас будет вот серый цвет, потом пойдет белый, черный. Ну вот, заканчиваю я первый изнаночный ряд. Значит, нитки перекручиваем. И эту черную не трогаем. Все, она у нас будет идти по этой стороне. Так. Еще раз перекручиваем. И набираем опять серым цветом. Так, набираем, набираем, набираем. А это черный у нас здесь. Ею будем вязать узор. Все, и так вяжем вверх. Вы перед тем, как закончить вязание, продумайте, каким цветом вы будете обвязывать. Черным, серым или белым. Вот я буду обвязку делать серым цветом. То есть среднее между черным и белым. И поэтому я нитку эту не отрезала. Вот она у меня от клубка идет. А эти все обрезала. Теперь мне нужно сделать обвязку по периметру. Вязала я крючком 4 миллиметра. А обвязку буду делать крючком 3,5, потому что полотно, вязаное обычным крючком, получается толще. Вот я компенсирую. И это обвязка рачий шаг. Причем рачий шаг зеркальный. Значит, вот здесь первый ряд. Вот первый ряд. Как я рассчитала петли, чтобы не фалдила или не стягивала. Вот здесь между столбиками. Вот смотрите. Допустим, вот столбик, столбик. Вот они. Тунисские столбики. Если
рачий шаг вязать в каждую петлю между столбиками, то край будет фалдить. Поэтому я так не вязала. А я вязала вот тунисские столбики. Сюда вязала, то есть 2 рачьих шага зеркальных в каждую петлю. Здесь петлю пропускала. Опять 2 вязала. 1 петлю пропускала. Ну, надеюсь, это понятно. Значит, вот через 2 провязанные, 1 не провязанная петля. Вот так вязала. И у меня полотно не стягивается. Здесь в углы, как вы знаете, провязывала 3 рачьих шага. Обвязала по периметру. И опять в средний рачий шаг провязала 3, чтобы было скругление. Теперь показываю, куда я ввожу крючок для провязывания. Вот смотрите, вот бугорок. Вот прям под него. Вытягиваем петлю и немного вытяните. Почему вытягивать надо эту петлю? Потому что она будет перекручиваться и будет стягивать. Перекручиваем крючок и 2 петли провязываем. Опять вот бугорок. Вот бугорок. Вот под него заходим. Немного вытянули петлю, перекрутили и провязали. Сильно петлю не вытягивайте. Вот так не вытягивайте. Иначе у вас будет... Вот видите, как она слабо фалдить будет. Это нехорошо. Поэтому заходим, значит, под бугорок. Немного вытянули. Перекрутили. И провязали. Ну, вы методом проб и ошибок поймете, сколько вам вытягивать. Вот под бугорок заходим. И вот такая обвязка получается у меня. Вот я обвязываю уже 4-й ряд. Вот тут у меня начало ряда. Обвязываю по кругу, по периметру. То есть петли подъема здесь не делаю. Ну вот 4-й ряд вяжу, не знаю, буду ли я вязать 5-й. Посмотрю, как оно будет смотреться. Стоит ли мне вязать 5-й или нет. Ну вот, в принципе-то и вся обвязка. Ну а теперь я вам покажу, как и из чего я делаю антискользящее покрытие. Значит, покупала я в фикс-прайсе коврик для раковины. Это в раковину кладут, и чтобы посуда не билась, вот такие коврики туда кладут. Вот у меня такого цвета и вот такого.
что я делаю? Я вырезаю листок. Затем беру мононить и вставляю в иголку, в 2 нитки я пришиваю. Так. По поводу иголки. Иголку беру с очень острым концом. Вот такую не берите, вот эту не берите. Почему? Вот я этой иголкой начинала сшивать самый первый листик. И видите, он лопнул этой иголкой. Будем шить с острым концом. Теперь берем нитки. Можно взять какие-нибудь старые, ненужные. Складываю вдвое. Мононить. Берем нитку обычную и завязываем узел. Так, завязали. И нитку отрезаем. Кстати, нитку длинную не берите. Она сильно путается, вы замучаетесь с ней. Берите небольшой кусок, чтобы вам хватило пришить 1 листик. Значит, узел для чего я завязываю? Чтобы иначе проскочит через листик. Так, теперь укладываем на изнаночную сторону. Это у меня изнанка. В листик ввожу иглу. Видите? И хвостик не проскакивает. Если бы вы завязали узел из этой нитки, он бы у вас проскочил. Дальше. С левой стороны, с изнаночной, стежки можно делать побольше. Причем, когда вы пропускаете иглу, нитку разделяйте, иначе она у вас запутается. Так. А с лицевой стороны большие стежки не следует делать, потому что можно зацепиться, и нитка будет деформировать коврик. Вот. В обратном направлении практически в то же место вкалываем иглу рядом. Вот, стежок небольшой, видите, разрыв маленький. С обратной стороны нитку тоже распрямляйте, чтобы не запуталась. Ну, периодически проверяйте. Как я говорила, здесь стежок можно побольше сделать.
Вот и так пришиваем по всему листику. И я покажу, как я делаю узел, то есть закреп. Ну вот, закончила я пришивать листик. И как я закрепляю нить. Значит, держим. Можно сюда, можно под этот стежок, под любой заходите. И вот в это отверстие, где у вас вы разделяете нитку, вот в это отверстие, рабочую нить вот так вытяните. И узел подтяните. Вот сюда. Пальцем зажмите. И вот в эту петлю протягиваем и затягиваем. Давайте еще. И так вы сделаете раза два-три. Давайте еще раз покажу. Заводим иглу сюда. Вот в эту петлю. Нитку протягиваем. И узел подгоняем сюда. Зажимаем. И затягиваем. Вот. Два раза. Ну, можно еще один раз сделать для надежности. Вот все. И теперь нитку отрезаем.